Это короткая достаточно стрижка, бокс чистый будет с удлинением на челке. Поэтому по стандарту берем, одеваем насадку номер 2, это 6 миллиметров, и стрижем с нижней затылочной зоны до вот этого уровня, до горизонтального пробора номер 2, который разделяет у нас верхнюю затылочную зону от нижней затылочной зоны. Смотрите, девяточку поднимаем выше, уже выше, и выше, 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 то есть до фронтально-теменной зоны. Это вот у нас зона идет, фронтально-теменная, примерно по пробору. Выше. Здесь аккуратнее с этой стороны, потому что у нас здесь идет вот эта часть на удлинение. То есть именно в зоне, где у нас идет челка длинная, здесь высоко не нужно поднимать девяткой. Теперь нам нужно вот этот низ сравнять, как бы свести волосы на нет. Это насадка номер 1, 3 миллиметра. Поехали, включаем, опускаем голову, опускай. И вот сейчас у нас идет снятие волос практически на нет. И выводим машинку обязательно вверх, чтобы убрать вот эту границу явную. Раз, два, раз и наверх, раз и наверх, наверх, наверх. Где-то около краевой линии роста волос в височно-боковой зоне не выше 2 сантиметров. Теперь у нас осталось сделать окантовочку. Окантовочка у нас делается около уха кончиком машинки. Параллельно всегда стоит у нас лезвие параллельно краевой линии роста волос. Всегда идет машинка против роста. То есть как у нас волосы растут, мы должны ставить машинку всегда против роста. А окантовку вот эту делаем по росту, ровную. Вот здесь мы сделали для себя. А теперь ниже чуть опускаемся и против роста проводим, чтобы чистенькая шея была. Теперь мы отделяем вот эту зону, которая у нас предполагает удлинение. Эта сторона у нас вниз идет четко, а это идет четко вверх. То есть вот эта зона у нас идет, та зона, которая на удлинение. Мы ее не будем сейчас трогать, мы ее доработаем, потом и все. А вот эту мы с этой работаем. Если в боксе, мы должны все это как бы плавно сравнять. Здесь такого не будет, здесь будет зональная. Сначала четко под 90 градусов вот эту часть. Владимир, расскажите, что на длинный Что? На длинный волос мастер сам не красит. А кто красит? Нет, ну вы что говорили, на длинный волос они вдвоем работают. Да, вдвоем считается правильно, да. Она бы сама не красила. Нет, это очень долго.
Это в хороших дорогих салонах, как правило, длинные волосы окрашивают два мастера сразу. А в недорогих вообще могут отказаться. Вот это все мы убираем. Как раз мы убираем макушку. Видите, та, которая торчит, она нам не интересна абсолютно. Рука прилегает максимально к голове, особенно в ногтевые фаланги пальцев. А со стороны ладони немножко отходит от макушки. Так, теперь смотрим, что у нас происходит здесь. По сути, здесь верх готов у нас, но на будущее. Если бы он бы не был готов, стрижется все на удлинение небольшое. То есть немножко с оттяжкой в сторону пробора. Метод снятия волос на пальцах. Внешний срез. Волосы не ровно, а в этом. Да, немножко в эту сторону с удлинением, чтобы было удлинение. Потому что, ну, вот эта стрижка, она подразумевает длинную боковую часть. Небольшая асимметрия здесь присутствует. То есть у нас контрольная часть получается на верхней на верхней теменной зоне вот этой, она у нас получается вот она контрольная. То есть мы ее уже имеем, как она у нас есть. Вот. И не вот здесь у нас идет работа по П-образному пробору, а немножко направлена в зону нашего пробора. Асимметрия получается. Так, сделали. Главное, чтобы потом не Вот у нас получается картинка. И нам нужно вот что еще доработать. Это челочку. Вот она у нас, по идее, вот так должна лежать в естественном падении. Вот она. Но вот этот уголочек чуть-чуть надо немножко скосить его, чтобы он ушел у нас такой явный. Мы вычесываем его сюда. И немножечко убираем ему вот этот угол. Убрали. И вот он у нас получается, уже нету этого угла. И немножечко вот здесь у нас идет, выстригаем покороче вот эту часть. Сейчас мы делаем тушевочку. Тушевка делается филировочными ножницами. И убираются явные такие переходы. Тушуем волосы, те, которые у нас выходят за пределы расчески, на вот этой линии. Поехали. Вот этой тушевкой мы как раз убираем зоны перехода от насадки номер 2 к насадке номер 3. Это насадка 6 миллиметров и насадка 9 миллиметров. И к зоне, где у нас идет удлинение. Здесь уже филировка не должна затрагивать вот эти волосы длинные. Понятно? Потому что иначе мы сейчас вот этот явный переход просто уберем. Поэтому мы, когда филируем, тушуем, когда мы тушуем, мы вот эти длинные волосы не трогаем, а заходим под них. Потому что они у нас должны мягко накрывать эту зону. Вот, должно вот здесь вот быть видно вот этот уровень удлинения. Понятно? Можно вот такую филировку сделать. Местами
выщипываем, чтобы это не лежало основной такой ровной массой, а когда клиент будет носить стрижку, она у него будет вот так вот здесь вот рассыпаться на такие вот дорожки. Срезами можно сделать вот здесь. Да ничего, нормально. Подкрасьте. Чтобы они в свободном падении у нас лежали. Все уши были бы в краске. Мы живем здесь недалеко. Увидели, что приглашают модели, решили зайти с айблингом. Все очень супер. В салоны теперь ходить не будем, только к вам. Очень замечательно. Вот так нас никогда не стыдно, вот это точно. Впервые так.